Итак, ребят, всем привет! Ну, а нас с вами сегодня уже полюбившаяся многим рубрика будет «Посмотри на тонком». И для многих, я думаю, это будет некий долгожданный ролик, потому что победил комментарий, точнее победила личность Левашова Николая Владимировича. За него было сразу 2 комментария высказано, и оба этих комментария набрали наибольшее количество лайков. Это первый комментарий, что благодарю за интересный разбор. Это было про видео о Дэвиде Айке. Если кто-то не смотрел, посмотрите, оно есть на канале. Также оставлю ссылку в конце видео. И также далее пишут в комментарии, что прошу посмотреть Николая Левашова. Очень интересный был человек, интересные книги написал, но о нем очень противоречивые мнения. И также второй комментарий тоже говорит, вот что посмотрите Левашова Николая Владимировича, вот там 100% интересно. Сверхчеловеком был. Многое из того, что мы только начинаем обсуждать, он рассказывал еще в 1991 году. Я и сама слышала про Левашова, не читала, как и многую другую эзотерическую литературу. Если кто меня давно смотрит, за мной наблюдает, вы знаете, что я на самом деле вообще не читала никакую эзотерическую литературу, ни за кем не смотрю, но так или иначе, то, что я нахожусь в эзотерической среде, я слышала про многих личностей, которые упоминались, и, наверное, самыми яркими из них как раз это был Левашов. И даже, наверное, для меня это вообще некое достижение. Я пыталась смотреть один из его роликов, название которого было «Демон, назвавший себя Богом», или как-то так. Меня зацепило очень сильно название, я даже не знала, кто такой Левашов. И я помню, что из этого ролика, я не скажу, что я там прям всем вдохновилась, или я такая, вау, все здесь сказано правда, но очень многие вещи, которые он рассказывал, там, особенно касаемые волшебной книжки, особенно касаемые неких еще моментов. Насчет того, что там демон, объявившийся богом, я так и не услышала нормального, внятного чего-то, да, чтобы можно было сказать, но мне было интересно, потому что я сама видела как бы некоторые такие моменты на тонком, и я искала, что видел ли кто-то еще, и как я поняла, что Николай Левашов был одним из тех, кто это видел. И честно признаюсь, что я немножко смотрела его на тонком плане до этого, потому что мне задавали вопросы, но я смотрела поверхностно достаточно и прям вот целенаправленно, чтобы там изучать его личность, такого не было. И сегодня, так как вы это запросили, то мы вместе с вами и посмотрим. Но перед тем, как мы начнем, хотелось бы зачитать вам еще один комментарий. Вот он в продолжении, опять же, того комментария, который был написан ранее под другим видео, где я зачитала не только комментарий победителя, где как раз-таки выиграл Дэвид Айк, но и зачитала комментарий отзыв, да, комментарий пожелания некое другим людям, который человек хотел до себя донести. И тут он тоже написал комментарий, который набрал очень большое количество лайков, и я решила, а почему бы еще раз не зачитать его комментарий. Так вот, читаю. Благодарю всех за лайки к моему комментарию, который занял первое место. Благодарю Надежду за озвучивание и за презентацию моего комментария на канале. Я не ожидала, даже растерялся, когда Надежда зачитала мой комментарий. На самом деле, когда я писала, не думала о том, чтобы понравиться кому-то. Хочу сказать всем, что мы есть человеки. Мы Искра, мы здесь не просто так. Боритесь за себя, показывайте пример другим. Вы люди. Всем огромная благодарность. И я сейчас объясню, почему я еще раз захотела, да, прочитать этот комментарий и почему посчитала это важным. Все на самом деле в том, что человек написал, что я не пытался кому-то понравиться, когда писал, я просто писал от души. И этот комментарий нашел отклик в сердцах людей. И это очень важная мысль, ребята, это очень крутая мысль, которую я бы хотела потратить буквально немножко вашего времени для того, чтобы ее развернуть, потому что эта мысль, та, которой я следую, это очень-очень важно, считаю я, потому что
Понимаете, смысл не в том, чтобы кому-то понравиться. Когда ты пытаешься кому-то понравиться, ты начинаешь ориентироваться не на собственные эмоции, не на собственный посыл, который идет у тебя из души, не на то, что ты хочешь донести до собеседника, а ведь у тебя есть искреннее желание, порыв, да, и когда ты пытаешься этот порыв внести, то есть ты должен ориентироваться на него, на то, что ты хочешь донести до собеседника, что для тебя важно, какой смысл ты хочешь донести до людей. И тогда у тебя есть одно то, чего нет у тех сообщений или у того контента, или у тех каких-то там писем, книг, еще что-то, которые пишутся именно из желания кому-то понравиться. В этом во всем нет искренности. Искренность, она идет тогда, когда ты именно ориентируешься не то, что на собственную эмоцию, а на собственный душевный порыв, светлый, чистый, который ты хочешь нести до людей. И когда ты ориентируешься на этот порыв, когда ты действительно желаешь кому-то счастья, желаешь кому-то добра, желаешь кому-то всего самого-самого наилучшего, ты вкладываешь эту энергию в свой порыв, ты вкладываешь эту энергию в свои слова, которые ты записываешь, в тех же самых комментариях, в тех же самых вот голосовых посланиях, каких-то еще что-то. И именно вот этот внутренний посыл дает очень мощный заряд людям, потому что в нем есть искренность, и люди ее чувствуют, эту искренность. А когда ты пытаешься кому-то понравиться, ты начинаешь там что-то пытаться перестраивать свою речь под кого-то, что-то там под кого-то делать, и в этот момент ты ориентируешься не на себя, не на то, что я хочу донести до этих людей, что я хочу им дать, какой посыл я хочу внести, да, а ты ориентируешься на то, как на это отреагируют другие. А вот если я скажу вот это слово, а если я скажу вот это. И конечная цель теряется. Поэтому искренность — это то, на что мы должны ориентироваться. Но в то же самое время есть второй момент, что порой, когда мы ориентируемся только на себя и на собственную эмоцию, мы за этой эмоцией не замечаем других, не замечаем их порывы души, не замечаем то, как человек реагирует, или слышит ли он, или еще что-то. То есть это уже некая зацикленность на себе. И, наверное, когда ты что-то делаешь, что-то говоришь, что-то записываешь кому-то, или да просто общаешься с близкими, надо ориентироваться, наверное, не на собственную эмоцию и не на то, как отреагируют на это другие, а на то, чтобы поговорить душа с душой. Когда ты пытаешься поговорить с человеком, донести до его души что-то, ты ориентируешься, и ты пытаешься сказать так, чтобы он тебя услышал. Ты пытаешься говорить искренне, и ты пытаешься говорить от души, а не от эмоций, от своего внутреннего порыва. Поэтому будьте искренними, ребят. Вот что я вам хотела сказать. И тогда вас обязательно услышат. Ну а мне, в свою очередь, очень приятно наблюдать за вами, как вы растете, как у вас все получается, как сбываются ваши намерения, как у вас меняется жизнь от того, когда вы отключаете подключки. Конечно, отслеживать это по комментариям на Ютубе сложно, но с тех пор, как появился солнечный клуб, и многие ребята зашли туда, вот уже 10 месяцев, представляете? Почти 10 месяцев существует солнечный клуб с еженедельными стримами, где участники выбирают то, что они хотят смотреть, да, выбирают темы какие-то. И, кстати, именно вот эта идея с выбором темы, она и родила вот эту вот рубрику, которую мы сейчас с вами ведем, потому что я такая подумала, вау, какой классный формат, а почему бы не сделать что-то подобное на Ютубе? Это было бы здорово. Так, в принципе, и родилась эта рубрика, именно с идеей солнечного клуба. И именно клуб позволил мне в большинстве своем поближе познакомиться с вами, с многими, и вообще наблюдать, как люди развиваются и как люди растут буквально на глазах. И я, если честно, очень сильно боялась, то есть каких-то чатов, еще чего-то, потому что те чаты, которые я видела вообще, ну, где-то там на площадках, это был какой-то фирменный, форменный балаган, и я такая думаю, не-не-не, я у себя на ресурсах такой балаган разводить не буду. И сейчас, то есть, когда я вот даже чат свой создавала этот,
клуб, я думала, что, ой, как бы вот это вот все, то есть избежать. И опять же, сила намерения, которую ты задаешь, когда я создавала эту площадку, я хотела реализовать в ней именно вот какую-то среду, атмосферу именно семейную, именно атмосферу, где люди могут найти поддержку, люди могут найти заботу, люди могут найти понимание, люди могут задавать вопросы, не бояться этого и получать на них ответы. И я очень рада, действительно, что ребята, которые заходят, да, это вы же, получается, моя аудитория, они просто все невероятные. Просто все невероятные, замечательные ребята, с которыми очень интересно, которые очень тепло относятся к друг другу, всегда помогают друг другу. И эта сильная поддержка, она на самом деле бесценна, потому что именно когда человек погружается в среду, где его поддерживают, именно когда он попадает в среду, где он не чувствует себя белой вороной какой-то, он начинает чувствовать внутреннюю силу свою, он начинает чувствовать внутреннюю уверенность, он начинает чувствовать огромное количество внутренней мотивации, и это очень-очень сильно меняет людей, меняет, конечно же, в лучшую сторону, потому что когда ты начинаешь чувствовать себя сильней, эта сила начинает проявляться у тебя во всех отношениях. Я на самом деле бесконечно рада, что мне удалось создать такую площадку, как я и хотела, именно с подобной атмосферой, с подобным проявлением. Это, по мне, так это воистину бесценно. Но давайте вернемся к Левашову. Первое, что хочется отметить, это то, что идет очень большое сопротивление почему-то на считывание информации. И я настраиваюсь на его фотографию. И там как тишина и пустота, но это не то, что, может быть связано с тем, что его уже нет, но там как будто обрыв какой-то, кто-то что-то оборвал. И еще шла как магия какая-то непонятная, то есть как будто кто-то что-то магичил над его костями или вот над его могилой, какие-то обряды проводили, какие-то эзотерические, вот прям вот что-то такое, знаете, прям с какими-то бубнами, не бубнами, но вот что-то вот такого плана. Что-то какая-то прикладная магия такая. Начала настраиваться, и вот даже начала говорить дальше, у меня раз и задела пальцем, что даже видео прекратилось, то есть запись, то есть какие-то нитки кто-то вязал, что-то вот такое было. И я начинаю проговаривать это, и просто у меня бах, запись обрывается, я потом включаю заново на запись, оно перезаписывает запись, короче, вообще какой-то происходит непонятный момент, то есть там 100% что-то вот прям на костях магичили, в общем, на кости, значит, не пойдем, это попробуем с прошлого считать. Так, еще хочется что отметить сразу, это то, что как только я начала пытаться его считывать, пошла головная боль, но это опять же я связываю с вот этой магией, которая на его костях что-то магичили. Пошла по другому пути, нашла какие-то старые записи, где он на видео снят, и включила запись его какого-то видео короткого и начала считывать с него, то есть то, что он говорит, с его голоса, то есть с какого-то прошлого. Пошло вот такое, что очень большой риск какой-то был, на какой он пошел, и то, что вот то, что на него эта магия была наложена в конце жизни, то есть когда вот он, да, ушел, и вот что на костях на его что-то там делали, и вот что-то подцепляли там через его кости куда-то, да, его душу. Ну вот что его душа стоит, то есть она получается как наверху, да, и она понимала, то есть на какие риски она шла, и эта душа понимала, что если она пройдет этот путь, то есть она не останется незамеченной, ее кости не останутся незамеченной, то есть что обязательно после ухода, даже если эта душа не даст никому себя тронуть при жизни или там что-то сделать, то после смерти вот идет эти черти до меня доберутся. То есть вот такой момент. Да пока вот то, что идет. Дальше еще идет момент какой-то, вот я
получается, сейчас чувствую пока, да, душу, идет момент того, что эта душа могла взаимодействовать с, вот как алхимия, да, какая-то, но это не совсем алхимия. То есть он мог влиять на живую материю, и он мог влиять на, в том числе, как стихию, да, на стихийную материю. И также как будто он вот мог синхронизировать с энергией животных, с энергией природы. То есть, знаете, у него, я бы сказала, очень большой магический тоже был какой-то потенциал. Он даже занимался, наверное, чем-то подобным. То есть есть какой-то момент с магией связанный, но это, знаете, это не такая магия. Вот, хотя он изучал какие-то моменты прикладной магии, но он сам, вот, знаете, не шел по этому пути. Потому что он мог напрямую управлять материей. Он это мог, он это делал, он видел, как это работает. Он прям мог узлы какие-то заворачивать, вот прям брать энергию, заворачивать узлы какие-то из этой энергии. Он очень-очень много работал с этим. Работал с материей много. Работал с энергией. Вот даже не сколько с материей, сколько с энергией. Вот здесь он как рыба в воде был. Он прям вообще с энергией что-то закручивать, какие-то узлы вязать из энергии, что-то делать, чувствовать энергопотоки, в том числе в людях. Вот это вот все вот прям было, да. Прям видел, как зашивал людей. Вот идет вот как, я не знаю, как эфирку зашивал, умел. Может, лечил или что-то такое мог. Потому что вот идет как вот эфирка, да, на эфирке дыра какая-то, это, как правило, если на эфирке какая-то дыра, это, допустим, и в теле какое-то повреждение есть физическом. И вот он как будто мог вот эфирку штопать. Вот прям берет нитки и штопает эфирку. И как бы вот как хирург какие-то операции проводил тонкоплановые. Делал это. Достаточно легко давалось. Вот прям очень много хирургических операций подобных сделал. Но это, знаете, это вот как, скорее всего, не то чтобы хирургическая в прямом смысле операция, но это какая-то тонкоплановая хирургия. То есть, скорее всего, лечил людей. Очень много видел. Шить, перешить. Еще что-то умел перешивать. Пространство как-то умел перешивать. Угу. А работа с пространствами тоже у него была. Пространство, вот как ткань, как полотно какое-то, да, ткань такая вот. И он так берет, он мог эту ткань как-то вот разворачивать, да, какие-то, вот как какое-то пространство, как полотно выстраивать себе. И еще, походу, он умел выстраивать временные линии, потому что, ну, по крайней мере, для себя, не знаю, насколько осознанно, неосознанно, ну вот, образ такой идет, берет, вот как дорожка, да, какая-то, знаете, как красная там ковровая дорожка, но она такая свернутая, да, типа вот как ковер такой свернутый в рогалика. Он такой берет его и так раз выправляет, и это вот прям полотно такое ложится, да, типа, и как клубок какой-то, вот, который, помните, в сказках путеводный клубок, по которому там вот Иванушка или кто там шел. И вот тут то же самое, но только у него какой-то вот путеводный такой вот был, не нить, а вот прям целый ковер, да, какой-то путеводный, не знаю. То есть он как будто полотно мог вот прям как-то расстилать, то есть как, я не знаю, разворачивать даже, не то что расстилать, а разворачивать полотно мог. То есть это пространственные полотна и временные полотна. То есть я бы даже сказала, что он, скорее всего, умел. Да, временное полотно мог видеть. Видел под пространство, под слои мог видеть. Нюх очень хороший был. Прям демонов чуять мог. Вот, знаете, такое ощущение у него вот есть такое тонкоплановое тоже ощущение. Я тоже, когда тонкий считываю, у меня такое бывает, как вот запах, да, вот этот запах магии, там еще что-то вот демонов, вот это, вот прям по запаху ориентируется. Вот у него вот это тоже было, он вот как будто вот нюх какой-то был. Он прям вот так вот мог как-то вот носом провести, вот прям вот запах, флёр какой-то, вот этот вот запах почувствовать.
и вот как будто берет вот этот запах чувствует, да, какой-то, и прям под ковер какой-то заглядывает. Это как вот, знаете, что где-то спрятано, то есть это не то, что там под ковер, сейчас попытаюсь объяснить. Вот как будто ты заходишь в квартиру, да, все чисто, классно, здорово, прям такая чистенькая квартира, все. А ты такой заходишь, что-то тут не то, что-то не то, и вот начинаешь как вынюхивать, да, что-то, что мне здесь что-то не нравится, вот как, знаете, шестое чувство, чуйка, вот это чуйка, чутье какое-то у него было очень развито, и он такой вот по запаху такой, что-то тут не то, что-то не то, и такой, знаете, ну-ка под ковер такой заглядывает, а там целое застелище тараканов, да, условно, каких-то вот этих демоноидов, личинок, там еще чего-то. В этом образе, то есть мне кажется, что вот идет такое, что он как будто мог в чем-то, что вот кажется, ну, типа цивильным, да, с первого взгляда. Он мог видеть подводные камни, какие-то вот что-то вот видеть, как вот то, что не то, что невидимое, а то, что подковерное, да, то, что прячется, подковерное вот. Да. И что-то вспомнила тоже вот с этого демона, который назвал себя богом. Единственное, что я вот смотрела у него, там был момент, который меня очень сильно зацепил, и потому что я сама вот это вот видела, да, в волшебной книжке, когда он сказал, что он брал вот эту волшебную книжку и снимал с нее программы, то есть снимал кодировки, и человек мог увидеть наконец-то, что на самом деле написано в этой книжке. А ведь там так и есть, то есть когда люди читают эту книжку, они прям под иллюзию, то есть они уходят, там жесткая магия наложена на вот эту всю литературу, и он читает, и знаете, это то самое, вот когда ты смотришь в книгу, видишь фигу, то есть он читает, и его на самом деле не сколько текст вносит, сколько вот этот вот момент программы, который наложен на этот текст, и то есть он такой как зазомбирован, его куда-то несет, у него появляется какое-то чувство там определенное, да, в груди, там в этом, и то есть он не может трезво вообще никак оценить этот текст, трезво его читать. То есть он входит в такое состояние какого-то некого опьянения, да, и вот под вот этой энергетикой. И, как я понимаю, он типа умел как-то снимать это. То есть что-то вот такое ощущение, как будто он брал, даже вот сейчас считываю этот момент, как будто он брал такой, и замочки какие-то, тык-тык-тык-тык-тык, и пух, и рассыпалось, вот как будто вот как скрывалось что-то, да, как будто что-то отпадало, и человек уже мог открыть и типа на самом деле прочитать, что там написано. То есть вот, а до этого, то есть он даже не мог эту книгу открыть. То есть если он ее открывал, то это была иллюзия, ну, то есть как бы типа вот как в морок в какой-то впадал. То есть настоящую эту книгу по-настоящему он ее открыть не мог, а он ее вскрывал как-то им. Как какой-то железный каркас такой снимал. Знаете еще, что могу сказать? Нападений на него много было. Вот я вижу, что он вот сидит, да, такое вокруг него, вот просто вокруг головы очень-очень много каких-то лярв, вот каких-то сущностей, просто вот целая толпа, вот как вороны, знаете, над кем-то вот слетаются и клюют, да, клюют, прям человека пытаются заклевать, нападают. И вот тут вот эти лярвы, сущности, они тоже вот на него нападают, прям клюют со всех сторон, прям в голову так раз, и он как будто такой держится за голову и как бы отмахивается от них, вот прям их откидывает, отмахивается, ну прочь, то есть он как будто гонит их, отмахивается от этих вот этих сущностей, но я думаю, что очень большие нападения на него совершались, в том числе на его здоровье. И еще момент такой, что вот с целительством, с этим, вот он себе много забирал. Очень много себе, на себя вот забирал. Хотя он как-то сливать это умел, с одной стороны, а с другой стороны он на себя вот много перетаскивал, потому что это не уходит ниоткуда, да, не появляется из ниоткуда, там вот эти болезни не уходят в никуда. Это энергия определенная, и помимо того, что это программа, это еще и подключки, как правило, то есть это вмешательство, да, вот в эту вот работу демоноидов этих, и
Но ему за это очень сильные откаты были. Прилетало ему за это очень хорошо. Прям откаты были. Такое ощущение, вот он сидит, да, бывает, там какую-то операцию вот такую проведет на тонком, да, кого-то там спасает, а потом сам там день-два чуть ли не в лёжку. То есть прям плохо, плохо. Очень сильно выжимало его это. Ну, как-то храбрился такой, все хорошо со мной все хорошо, типа ничего не, все нормально у меня. Ну, по здоровью очень бомбило, конечно, очень сильно. Но вот знаете, тут идет не только то, что у него откаты были. Такое ощущение, что он очень много жирной пищи какой-то ел. Возможно, он ел очень много мяса. Идет свинина, вот свинина, много свинины ел. Жирного какого-то мяса очень много ел. Очень большие проблемы были у него, хочется сказать, с холестерином или чем-то таким, но он слишком много жирной пищи ел. Поэтому у него внутренние органы очень сильно страдали. Он этого не понимал. Вот если бы вот что-то другое какое-то, там, не знаю, даже баранина бы, да, там, я не знаю, какая-нибудь курица, такого бы не было. А тут вот именно вот как вот эта свинья идет, свинина. Плохое очень воздействие на его здоровье это все несло. Какие-то еще моменты были. Очень неправильное питание. Возможно, где-то вот он, не знаю, где-то жил, как хочется даже сказать, на другом континенте. Где-то он жил не в России. Это Канада, что ли, или где-то вот Северная Америка, да, это где там США, Канада, вот где-то я не понимаю. Где-то он жил там. И вот там какое-то тоже неправильное питание было у него. Там вообще что-то у него очень сильно... Там такое ощущение, может, это в США было больше, потому что Канада, там такого вот нет в США, вот проблемы большие со здоровой пищей. У него какой-то момент вот еще, который дополнительно давал очень большие сбои со здоровьем. Ну и нападали на него, конечно, тоже сильно. То есть, знаете, такое ощущение, что пытались через что-то зацепить, через какие-то моменты искали за что зацепиться, искали вот за что клюнуть, за что. И вот у каждого, я даже, да, говорю вот у себя, что рвут там, где тонко. То есть каждого будут рвать там, где тонко. Вот у него где тонко был момент с питанием. Но он потом как будто вот он что-то исправил. Как-то больше вышел на здоровье питания, но это было уже потом. Но было, что очень-очень плохо все. Очень плохо со здоровьем. Возможно, что его побудили проблемы со здоровьем изменить как-то свой образ питания или образ вот жизни как-то, да. В чем-то количество жирной пищи стал меньше употреблять. Ладно, я думаю, это не суть важная. Вообще, тут его качали, да. Тут его раскачивали в этом плане. Сейчас постараюсь больше на эзотерическую какую-то вот это вот его. Попробую понять, для чего приходил. Ну, вот идет фраза «создать фундамент». Создать фундамент, на котором можно стоять. Вот как, знаете, как вам сказать, вот как будто идет вода такая, да, или какая-то вот грязь, или грязная какая-то вот грязь какая-то такая, как болото. И из нее очень тяжело кричать, вот что-то такого плана. И возможно, что до этого времени особо не было ничего, то есть как-то не было толковых ни учений, ничего, да. То есть люди тонули как вот в это вот во всем, и даже были те, кто пытался что-то сказать, но им было тяжело. Они как выныривали из-под этой грязи, что-то там пытались крикнуть и обратно захлебывались, да, их никто не слышал. То есть и вот сложно было вытащиться, выплыть из этой грязи, типа, и вот как-то что-то из-под нее говорить. А он как будто плот сделал. Вот какой-то плот, такой очень плотных, да, плотные такие бревна.
Это такой большой плод достаточно, очень твердый плод, который хорошо держится на вот этой вот грязной воде какой-то, да, вот этой грязи. И что человек, который вынырнул из-под этой грязи, он может на этот плод залезть, как бы, да, вот как вот встать на этот плод, и он не будет тонуть, то есть будет туда-сюда штормить этот плод по вот этой грязи, по этой воде, но он типа не сможет тонуть. Но это не говорит о том, что как бы этот плод, это его учение или что-то, а тут вот скорее то, что это человек-спикер какой-то, то есть здесь возможно, что это как его учение или его вот видение какое-то, да, которое он дал людям мира, это как какая-то опора, некий фундамент того, что человек какой-то, да, то есть не обязательно, что он будет говорить то же самое, что и Левашов, но это опора скорее в умах людей, которые смогут это все услышать. Что это какая-то опора, которая дает возможность другим людям быть услышанными. Вот я бы так сказала как-то. То есть тут даже не то, чтобы там самоучение, а то, что как будто человеку надо было повернуть голову в другие стороны, да, как-то вот человек смотрит в каком-то направлении, ему надо было вот на 180 прям развернуть его голову, и чтобы тот смотрел вообще абсолютно в другом направлении, то есть развернуть взгляд, перевернуть, даже я бы сказала, перевернуть взгляд. И то есть вот здесь же образ идет дальше, да, что люди, которые бултыхаются в грязи, они такие раз перевернулись, и они оказались на этом плоту, то есть, или как вот в этой среде, где этой грязи нет, то есть как будто перевернулись, грязь какая-то вот плавает сверху, да, какая-то вот, она как будто все наоборот, то есть они оказались в каком-то воздушном чистом пространстве, где чисто, и там типа можно нормально дышать, нормально существовать, быть без этой грязи, но при этом грязь, она как будто наверху, и она не капает сверху вниз, то есть это достаточно странно, я не знаю, что это значит. Знаете, странно как-то, очень-очень странно. Типа у людей было вот, я сейчас просто анализирую этот образ и то, что мне идет. У людей было как будто восприятие какое-то, знаете, что внизу где-то, да, внизу, как вот пирамида какая-то или что-то такое, да, и вот типа внизу вся грязь. Типа вот они внизу находятся, этой пирамиды какой-то, да, или чего-то такого, и они типа в грязи, а чем выше типа поднимаешься по этой пирамиде, тем типа чище становишься, то есть там типа чистота какая-то, да, а на самом деле типа все наоборот, и, то есть типа поменять мировоззрение человека, типа перевернуть как-то, да, и человек видит, что наоборот, там, где он находится, внизу где-то, да, вот внизу этой пирамиды, там чисто, а вот наверху как раз-таки, вот именно наверху, вот в самая-самая верхушка пирамиды, там прям грязь, вот реально грязь, где люди захлебываются, из нее не выбраться. То есть, возможно, это связано вот с как раз-таки представлениями о каких-то вот этих вот типа учениях, да, всемирных, либо что-то такое, может быть, с этим связано. Но он раскрывал сердца, то есть он как будто, вот, знаете, человек, который подходит, вот ключик, да, какой-то вот подбирает вот к сердцу каждого человека, вот типа стоит человек, у него на груди замок, а за замком вот чистое сердце, да, такое светящееся, светлое сердце, и вот он подходит, и он как будто берет, вот так вот замок поворачивает, этот замок амбарный падает, и типа вот раскрывается какая-то дверь, и начинает светиться сердце, вот это вот искра, да, вот душа, то есть реально он пробуждал, но вот есть какой-то момент такой, что я вижу, что душа просыпается, а голова еще спит. То есть будил душу, но не тело. Вот так идет. Не знаю, что это. Ну вот как будто душа начинает светиться. А тело не будил, но душа как будто начинает брать контроль уже над телом. То есть она начинает как будто брать уже вот за рычаги браться, и тело это барахлит, разваливается, но она там худо-бедно пытается этой конструкцией управлять.
То есть достаточно сложно, но хотя бы что-то начинает вот брать бразды управления. То есть да, он пробуждал. И это бесспорно. Вот здесь вот это яркий очень образ идет, что был момент пробуждения, и достаточно такого пробуждения сильного, да. Ну вот мозг спит все равно. Вот я вот смотрю, пытаюсь сейчас увидеть, то есть вот как что-то, но вот люди его сердцем слышат, да, вот хочется сказать вот так, сердцем слышат, а мозгами не осознают что-то, какие-то вещи, которые он пытался донести, потому что у него реально вот то, что, судя по тому, что я видела самое первое, что у него вот прям были, ну не то чтобы какие-то прям супер-пупер знания, но вот у него было понимание вот этих энергопотоков, у него было понимание очень многих вещей, да, у него было понимание там каких-то вот процессов, которые происходят в природе, которые происходят вот в небе, там, я не знаю, ветер, вода, там, свет, еще многое. Он-то на уровне какого-то вот шестого чувства и внутренних ощущений, да, взаимодействия с этими энергиями, как бы ощущал, он работал с ними, он мог напрямую с ними работать, и для него это было так же легко, как дышать. Вот ты дышишь, и ты не можешь рассказать, вот понять, как я дышу, да, что я делаю для того, чтобы дышать. Вот как-то вот так, но он это все рассказывал. То есть рассказывал какие-то свои восприятия по большей степени этого мира. Ну и то, что вынюхивал, тоже рассказывал. Ну, вы поняли, да, подковерное вот это. Но люди вот не понимали, что вот не было понимания. Вот есть, опять же, вот я как бы, да, вот он такой-то дает все, а вот сердце начинает, да, вот сердце слышать, вот тянется душа, да, или душа слышит, а мозг вот не понимает, голова не понимает. Это как-то нет осознания именно мозгом, да, разумом каким-то, но, знаете, такое ощущение идет, что вот тут какие-то блокировки еще были дополнительные, то есть это не то, что он там какой-то был, что он там не мог донести или что-то вот, были какие-то блокировки дополнительные, что-то мешало. Очень большой момент влияния животного начала у людей. Вот образ идет, сидит человек, и вот он такой сидит, у него перед вот ним тарелка, да, тарелка, хлеб, и вот он сидит, он только вот в этой тарелке, в хлебе, вот как не знаю даже писать. Ничего, вот у него вот этот замкнутый мир, получается, сильно зациклен на чем-то материальном, на каких-то материальных моментах, аспектах. Такое ощущение, что как призма некая была вот до этого, да, какая-то призма была, что человек воспринимал все только через призму какого-то материального видения. И как бы вот воспринять какую-то, ну, большую вот эту вот природу, он на тот момент как бы мог только представить, как это выглядит, но тут еще момент, может быть, самого Левашова в чем-то, потому что он не понимал, как рассказать, или вот, может быть, понимал, но как бы он очень много давал через призму восприятия именно материального для того, чтобы донести до людей. Именно вот вытащить их хотя бы, да, хотя бы вот хоть что-то там как-то сделать. Но опять же, сейчас смотрю, как-то пытаюсь крутить-вертеть, ну, тогда это было правильно и целесообразно в чем-то, потому что тогда по-другому нельзя было, вот так перефразирую, по-другому нельзя было. Если бы он что-то по-другому говорил или начал бы по-другому действовать, ничего бы не получилось, на него бы даже не обратили внимания. Он говорил с той призмы восприятия, через которую люди могли бы увидеть. Вот так скажу. Еще есть момент, говорил только то, что надо. Пониманий было много. Относительно себя было много пониманий у него. Вот фраза идет: я знал, что я делал, я понимал, что я ищу. То есть у него насчет себя было много пониманий. Было понимание своей души. Очень сильная душа была, очень душа, ну, что была и есть, душа высокого порядка. Я бы даже сказала, знаете, уровень вот, если брать канцелярию какую-нибудь, да,
что уровень какого-нибудь старейшины, ну вот, или близко к тому, то есть это уровень достаточно очень высокий. То есть это как какой-то даже вот душа уровня старейшины. То есть у меня идет образ, опять же, да, такая очень высокая душа, древняя, относится к каким-то структурам. То есть это как, знаете, типа вот как у нас государственные органы, то есть там что-то вот другое. Возможно, даже с канцелярией Вселенной, либо с галактики. Но нет, вряд ли Вселенной. Это какой-то галактический отчет был. По большей степени тоже. По большей степени он был ориентирован на прошлое, знаете. Как будто основная задача была такое разбирательство, что же там произошло. То есть вот такое, что же там произошло. То есть как будто вот самая основная цель была понять, как события какие-то, которые произошли в прошлом, их зафиксировать. Но некоторые данные были приняты с искажениями. В принципе, не столь существенными, так как все равно были приняты во внимание. Вот что-то такое. То есть там был зарегистрирован и отмечен сам факт нарушений. Вот так. То есть был прям вот нарушения на лицо какие-то были. Нарушения на лицо, которые он понял. Опять я вижу какой-то совет. То есть он как участник этого совета. Это какой-то совет, как совет старейшин или что-то такое, я не знаю. Но это, знаете, сразу скажу, это не какие-то там верховные иерархи света или не какие-то там суперверховные иерархи. Вообще там ничего в словах иерархов никаких нет. Кто смотрит давно мой канал, знает, что я как бы вообще вот это все идет как бы вообще не с того боку. Вся вот эта вот ерунда с иерархией, это чисто темная вот эта вот штука. Поэтому здесь даже речь об этом не идет. Тут речь идет о том, что занимает какой-то пост. Очень важный пост, который именно вот как вот, я не знаю, как совет какой-то, да, какой-то вот принимает решения, да, которые вот как парламент или что-то такое. Знаете, я бы даже сказала, что это межгалактика. То есть, что туда поступили вот это вот тревожные сигналы, и это как бы вообще как он пошел сюда, как типа, чтобы сам лично убедиться о том, что имеют место какие-то нарушения. То есть, как вот член вот такого совета какого-то, да, который, чтобы вот он сам лично спустился, вот вы сами туда спуститесь и убедитесь, что там действительно происходит трэш. И он такой, типа, ладно, хорошо. Но его сразу предупредили, что там полный вообще атаса, что там могут напасть потом на него, да, что могут там растащить его душу, что могут что-то сделать. Как бы вот, типа, что очень большие риски, он такой, типа, ну, я как-нибудь с этим разберусь, типа, да. И вот он туда шагнул. Основная задача была зафиксировать что-то. Вот идет фиксация чего-то. То есть не сколько там докопаться до правды, не сколько там что-то вот такое, а что-то зафиксировать. Вот такое, что самому лично зафиксировать какое-то нарушение или что-то такое вот идет. Спускался через канцелярию, это 1000%. Вот и также идет, что зафиксировал нарушения, да, и явные какие-то нарушения задолго до смерти. То есть на уровне души, как я вижу, какие-то документы или бумаги или что-то, ну это опять же, да, образно идет. То есть какую-то информацию он послал или отдал или что-то задолго, ну, то есть до смерти еще своей. То есть зафиксировав что-то. Потом еще находился какое-то время здесь. Это как-то даже подготовка была некая. Хочется сказать, к возбуждению уголовного дела, но тут скорее не с возбуждения уголовного дела, а вот к тому, чтобы на этом чем-то инциденте как бы вот поднять вопрос о том, чтобы вообще вот это вот межгалактический суд, там еще что-то сделать. То есть это как-то имеет место быть. В общем, знаете, я бы вам сказала, что это очень-очень непростая личность.
очень непростая даже. Как будто вот даже на основании его доклада какого-то был сбор там вот этого совета или кого-то, и было поднято вот какое-то межгалактическое сообщество. Вообще вот не то чтобы сбор, а подняли как бы, да, вот какой-то вот прям вот как-то инцидент, ну не то что инцидент, нет, инцидент был ранее создан. А тут вот как будто подтверждение этому пришло, что вот действительно там все плохо и надо что-то активировать. Не знаю, что это значит, что-то активировать. Возможно, какие-то не то чтобы доп. Силы, потому что уже туда ныряли, то есть уже ныряли. Но как будто, знаете, вот смотрите, такое ощущение, что... Я сейчас постараюсь. Помните, мы с вами говорили, что здесь вот этот момент, связанный с вообще нашим завоеванием, там все, да, что начался разрабатываться план того, как вот темных отсюда убрать. И был план, условно, вот такой-то, такой-то, да, и такое ощущение, что для того, чтобы какие-то вот те люди, которые будут это делать, условно души, да, которые будут вот это все предварять в жизни, этот план, чтобы у них были какие-то то ли доп. Полномочия какие-то, да, они говорили, ну, канцелярия запрашивала, что нужны какие-то доп. Полномочия, чтобы вот что-то сделать, или как дополнительные какие-то вот что-то включить или что-то сделать, короче, что-то, какие-то дополнительные полномочия или какие-то включения чего-то, то есть это как в норме, типа, просто так этим пользоваться нельзя. То есть на это нужна какая-то отмашка, условно, свыше, да, что, типа, вот, когда вы будете там зачищать это все, допустим, вы можете вот воспользоваться вот этой какой-то разработкой или чем-то подобным. И то есть он приходил, когда сюда, он именно смотрел вот это. То есть, типа, настолько ли действительно там все плохо, что нужно вот этой вот разработкой или какие-то доп. Полномочия вот эти выдать. И когда он убедился в том, что они действительно нужны, то есть эти доп. Полномочия, и без них действительно никак, и что тут, ну, все настолько действительно плохо, то как бы вот, как будто он дал вот этот вот свою какую-то оценку, не оценку, вот что-то зафиксировал, и там дали разрешение или отмашку даже какую-то на использование чего-то, что типа да, вот мы вам разрешаем что-то использовать. То есть это как какое-то дополнительное оружие, не оружие, но это не оружие, это что-то другое. Возможно, это как раз-таки искусственное повышение вибраций, да, какое-то или что-то такое. То есть, не знаю, оно идет какие-то, знаете, странные, что-то связанное с атмосферой, вот ионосфера, стратосфера, что-то, не знаю, с этим что-то связано. Использовать какие-то свойства атмосферы, что ли, или что-то такое, не знаю. Так, опять же идет образ, время, которое отматывается назад, как будто вот временное вот это вот кольцо или шестеренки, да, или часы, и как будто они начинают крутиться вот так вот, прям вот как-то вот шестеренки отматываются назад. Так, что-то там непонятное. Что-то связанное с тем, что вот сначала типа максимально раскручивается назад, а потом типа резко отпускается, и оно такое мотается назад, ну как бы типа быстро-быстро опять вперед бежит, а потом начинают две шестеренки, это, скорее всего, что-то связанное с матрицей, я не знаю, с матрицами, потому что вот одна шестеренка типа бежит, идет вперед, начинает мотаться в обычном режиме, а вторая типа назад мотается в обычном режиме, что-то такое. И, кстати, тоже интересно, что он умер именно в 2012 году, как раз незадолго до так называемого конца света, да, когда нам там говорили, что будет конец света, но на самом деле была вот как раз временная петля. И вот эта вот временная петля, в которую они типа запихали нас, да, тогда, если помните, я про нее снимала видео тоже, кому интересно, посмотрите, что это была за временная петля. И вот он умер как раз-таки вот чуть-чуть там до того времени, пока вот нас в эту временную петлю не запихали. Такое ощущение, что он и ушел-то,
потому что понимал, что сейчас вот это случится, что во временную петлю эту запихают. И поэтому ему нужно было вырваться из этого пространства раньше, чем это произойдет. Потому что потом это как какая-то вот... потом это было бы нереально как-то. Не знаю, это как замкнутый круг бы, он оказался замкнутым вот в каком-то пространстве. Возможно, что пока мы находились вот в этом вот пространстве, дальше канцелярии отсюда нельзя было уйти. То есть как будто вот в каком-то этом мешке, как заперты были. Ему надо было вернуться в межгалактику обратно. Ему опасно просто было уже дальше оставаться, вот такой идет. То есть опасность какая-то была. Ему было опасно оставаться, это были риски, которые он не мог себе позволить. Вот так вот идет. Он и так как бы понимал, что на его костях вот плясать, танцевать там будут, да, черти плясать будут. Но вот это, типа, ему нельзя было оставаться ни в коем случае вообще, чтобы вот в эту временную петлю как-то попасть. Поэтому он ушел. Как позволил кому-то себе сердце проткнуть, идет такое, как будто вот прям, знаете, какую-то вот как кинжал, не кинжал, как тонкая игла такая, вот как шпага, да, вот какая-то такая тонкая-тонкая, вот длинная. Ее так раз резко сердце проткнули, как иголкой какой-то, как иглу вогнали. Вот как будто иглу вгоняют в какую-то, не знаю, подушечку для игл или что-то такое, и ему бах, и сердце. Сердце прям. Может, магия опять же была какая-то. Делали на него. Может, магию делали на смерть, что-то делали. Но факт в том, что он сам дал. То есть ему надо было уйти. Часть какой-то души он оттуда забрал. С тела не удалось забрать. Может быть, хотели, но не получилось. Вот так как-то идет про него. Сейчас как просто смотрит и наблюдает. Вот как будто стоит где-то вниз, смотрит и наблюдает. Но я не вижу каких-то активных действий с его стороны. Может быть, знаете, даже связано это как-то вот с временщиками и вот то, что идет какие-то архивариус, вот такое слово. То есть, возможно, вот этот совет, он связан как-то вот с временными матрицами или с пространственными матрицами, с матрицами материи, да, вот это вот. То есть, как будто вот, что-то вот надо было посмотреть в прошлом, в какой-то момент зафиксировать, что он и сделал. Не знаю, но он вот отчетливо такое ощущение, даже вот, я не знаю, на уровне физического своего воплощения, но на уровне души, вот это понимание какое-то, что время вот это вот, надо уйти перед тем, как что-то вот это случится. То есть там прям четкое было понимание на уровне души. И надо было обратить на себя внимание очень ярко, как-то перед тем, как уйти, чтобы все начали смотреть и читать. Вот такое ощущение, что вот все на себя внимание как-то обратить, и уже перед уходом не страшно. То есть я уже все сделал, что мне нужно было. Вот обратить на меня внимание надо сейчас, и уже можно уходить. А там уже дальше вот как-то мое дело будет жить само. То есть такое ощущение, и там книги читаться будут, и все, типа, я уже что-то сделал, и там уже без меня какие-то процессы вот это будут идти. Типа, я молодец, я все сделал то, что должен был сделать. В принципе, есть удовлетворенность от того, что какая работа была им проделана. Но я вижу, что работа была проделана колоссальная на самом деле. Просто колоссальная. Угу. Но для души такого уровня он как бы там, конечно, он мог на тот момент вот вообще что-то говорить, да, что-то делать, что-то искать, что-то смотреть, потому что, в то время это было тяжело, потому что темные тут царствовали, что уж говорить, вовсю. Но он вот как-то мог. Он мог это сделать, мог. В общем, ребята, уже около часа вышло у меня в записи, по крайней мере. Не знаю, как в итоге выйдет ролик, потому что очень много всего будет. Смотрела все вместе с вами в прямом эфире, вот как есть. Все, что увидела, все вам рассказала. Надеюсь, вам было интересно. Дальше уже что-либо смотреть, сильно смысла не вижу. В принципе, вот единственное, что
почему-то вот никак не удалось выйти на то, как он это смотрел. То есть вот что он, да, видел, что он прошлое, вроде как он прошлое копал, но вот такое ощущение, что вот реально он как будто вот под ковры куда-то заглядывал, возможно, литературу читал или там какие-то библиотеки что-то изучал. То есть, возможно, в материальном плане, да, вот именно ту же самую вот эту книжку волшебную и многое другое. То есть больше как будто он заглядывал под ковры идет. То есть не с тонкого плана там, да, какую-то информацию читал, а именно вот подковерные интриги какие-то вот эти вот мог видеть то, что под ковром условно, да, в этом доме, в этих комнатах. Поэтому я все-таки, наверное, делаю ставку в том, что он во многом изучал материалы какие-то. Вот. Но это не отменяет того факта, что с точки зрения вообще эзотерики какой-то, как вы ее там называете, или чего-то волшебного, эзотерического, он тоже обладал немалой силой и действительно умел работать с многими тонкоплановыми вещами, чего не отнять. Да, и если уж говорить на чистоту, то в те времена, как правило, на тонком плане, это вот сейчас полегче смотреть что-то, тогда стояло на каких-то таких темах, тем более глобальненьких темах, очень много магии. Она начала разваливаться где-то ближе к 2020 году, если уж на то пошло. Я тоже до недавних времен как бы копалась на тонком, и знаете, ты заходишь на какую-то территорию, на какую-то тему, а там просто такой слой магии, что тебе просто тупо не пробиться, и хоть как-то там пытайся ковырять, но ты там ничего не расковыряешь, кроме головной боли себе, или того хуже, еще прозвенят у них какие-то звоночки о том, что ты там пытаешься подковыривать их защиту, и еще жди нападения в ответ, поэтому, такое себе было, знаете, с тонкого плана чего-то копать, поэтому возможно, что для него это был какой-то момент, вот опять же, смотрите, чуйка вот эта, которая была у него как шестое чувство, да, что он там вот так вот там мог вынюхать, да, как-то вот очень хорошо, нюхач такой был, да, то есть у него чуйка вот эта внутренняя его вела, а ведь чуйка это тоже тонкоплановое чувствование, да, чего-то, каких-то моментов, поэтому сказать, наверное, можно, что он и частично на тонком, то есть его вот это вот, его внутреннее ощущение вело, и также и на физике он искал каких-то подтверждений реальных, он искал чего-то, чтобы подтверждало его вот эти вот ощущения и прочее. Поэтому личностью, конечно, Левашов был уникальной, как с точки зрения души, так и с точки зрения своего воплощения. Вот, про Левашова у меня на сегодня все. От вас напоминаю, что именно под этим роликом пишите тему следующего ролика для нашей рубрики «Посмотрим на тонком», что вы хотите увидеть. Может быть, мы для разнообразия посмотрим с вами не человека, может быть, вы хотите посмотреть какое-то событие. Многие говорили про египетские пирамиды, хотели бы узнать, допустим, что-то еще. Я знаю, что про египетские пирамиды я рассказывала на Бусти, но, тем не менее, если эта тема будет, пожалуйста, давайте ее обсудим. И я тоже думаю, очень много интересного расскажу, может, еще что-то копну прямо в прямом эфире, также для вас посмотрю, запишу это все и выложу. Но у меня на сегодня все. Всех вас люблю, обнимаю, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки на понравившуюся вам тему, и в следующей рубрике, возможно, именно ваше предложение я посмотрю на тонком. А у меня все, люблю вас, обнимаю, пока-пока!